Ну что, друзья, буквально неделю назад произошел настоящий праздник для всех криптанов, да, конечно, кроме тех, кто сидел в шортах. Спустя долгие месяцы биткоин проснулся, дал 3 дневные большие зеленые свечи и сначала пошел на 70 тысяч, там толпа залетела в шорты, была жестко наказана, и на всех этих ликвидациях по 3 миллиарда долларов цена дошла до уровня 80 тысяч. На выходных цена немного приторговалась, и наверняка сейчас каждый из вас стоит на низком старте и ждет, куда бы его зайти, в лонг на 100 или в шорт на 60 тысяч. На сегодняшний день это вопрос номер один, особенно после последних новостей от Минфина США, который прямо заявил, что они рассматривают возможность выкупа облигаций с помощью главного счета казначейства США в Федеральной резервной системе. Проще говоря, это как банковский счет правительства США. Туда поступают налоги и деньги от размещения государства, и оттуда оплачиваются государственные расходы. А Минфин обналичивает эти деньги с этого счета, и деньги возвращаются в банки и на рынке, что обычно поддерживает ликвидность и риск активы. А что больше всего на свете любит наш биткоин и крипта? Правильно, ликвидность и хрустящие доллары, которые направляют во всевозможные инструменты вроде тех же ETF, когда доллар падает. Конечно, это не запуск печатного станка ФРС, который был во время ковида, но тем не менее это ликвидность, на которую рынки реагируют соответствующим образом. Вот только за все приходится платить. Нельзя просто снимать деньги с этого счета для погашения старых облигаций. Это вызывает инфляционное давление. И крупнейшие фонды вроде Citadel бьют тревогу по поводу инфляции, которая без того высокая. Так что сегодня мы разберем это решение Минфина, узнаем, куда Бессент ведет экономику США, в пропасть или к росту, и что самое главное, чего ждать от биткоина и эфира после этого сильного роста. Разберу ключевые уровни, которые я жду, и сделки, какие открываю. Вам сразу спасибо за поддержку под прошлым роликом, и продолжаем в том же духе. С вас лайки, а с меня такой регулярный интересный контент. Также пишите комментарии, $10 за прошлый комментарий забирает этот зритель, а мы начинаем. Итак, друзья, выходные на рынке были тихие, биткоин зацепился за уровень 75 тысяч, не упал, и, как я и говорил в прошлом видео, для меня было важно посмотреть, что будет с его ценой, в то время, когда ETF закрыты, притока нет, и в целом сможет ли цена войти в консолидацию в этих диапазонах. Как всегда, держал вас в курсе событий у себя в телеграм-канале, там вся информация публикуется максимально быстро, все мои сделки по биткоину, эфиру, ключевые уровни ликвидности, где киты выставляют заявки, а также новости, как, например, от Минфина, все выходит именно там. У нас самое большое крипто-сообщество на рынке, так что подписывайтесь. Кстати, завтра 26 числа отчет Nvidia и еще 27-го Marvell Technology. Ожидается хорошее движение, так что будем трейдить эти акции, и всю информацию буду публиковать в Telegram. Ссылка в описании. Первое, с чего начнем, это именно с того, каким вообще боком крипте Минфин США, и могут хоть какие-то крошки от этого $1 триллиона пойти в рынок. Смотрите. У американского Минфина есть специальный счет в Федеральной резервной системе, он называется TGA. Если совсем просто, это банковский счет правительства США. Сейчас на нем находится около 950 миллиардов долларов, и казначейство дало понять, что часть этих денег потенциально может использоваться для выкупа американских гособлигаций. Почему это вообще важно? В последние месяцы стоимость заимствований для США заметно выросла. Доходность десятилетних облигаций поднялась примерно к уровню 4,7%, а доходность 30-летних облигаций выше уровня 5,2%. Для государства это дорого, но проблема не в самом государстве. Именно доходности казначейских облигаций являются своего рода базовой ставкой для всей финансовой системы США. Чем они выше, тем дороже становится ипотека, кредиты для бизнеса и финансирование компаний. И тем менее привлекательными становятся акции и другие рискованные активы. Поэтому казначейство уже увеличило объем выкупа длинных облигаций с 2 миллиардов долларов как минимум до 4 миллиардов за одну операцию, то есть сразу в 2 раза. Здесь работает очень простой механизм. Когда государство начинает активно покупать облигации, спрос на них увеличивается. Цена облигаций растет, а их доходность, наоборот, падает. После сообщений о возможном использовании TGA, доходность десятилетних облигаций снизилась примерно с уровня 4,74% до 4,71%, а 30-летних с уровня 5,28% примерно до уровня 5,24%. То есть буквально за короткий промежуток времени движение составило около 3-4 базисных пунктов. Да, на первый взгляд это пыль,
но рынок американских облигаций составляет примерно 32 триллиона долларов, поэтому даже изменение доходности на несколько десятков базисных пунктов существенно меняет стоимость денег во всей экономике. А теперь самое интересное – TGA. Если казначейство реально начинает использовать деньги с этого счета, оно по факту будет переводить средства, которые сейчас лежат внутри ФРС, обратно владельцам облигаций, то есть банкам, фондам и другим инвесторам. То есть деньги возвращаются в финансовую систему. Допустим, казначейство выкупает облигации на 100 миллиардов долларов. Его баланс на TGA уменьшается на 100 миллиардов, а эти деньги оказываются на счетах участников рынка. У банков становится больше резервов, в системе становится больше ликвидности, а часть этих денег потенциально может перетекать дальше, уже в акции, золото, ну и на самый конец в криптовалюту. Именно поэтому рынок так внимательно отреагировал на цифру почти в 1 триллион долларов. Это уже совершенно другой масштаб по сравнению с текущими выкупами облигаций по 4 миллиарда долларов за операцию. Но здесь важно не делать вывод, что казначейство собирается уже завтра выбросить на рынок весь триллион долларов. Такого решения пока нет. Речь идет лишь о том, что TGA рассматривается как потенциальный источник финансирования расширенных выкупов. И это также не совсем то же самое, что количественное смягчение ФРС. Эффект может быть похожим в плане дополнительной ликвидности и давления на доходности, но механизм другой. А уже позже казначейству может потребоваться снова пополнять TGA через выпуск новых облигаций. И это, скорее всего, будет именно так. А вот для биткоина эта история стала дополнительным позитивным фактором. После объявления об увеличении выкупа долгосрочных облигаций, биткоин за несколько дней прибавил более 13%. Одновременно доходности облигаций снижались, доллар падал, а инвесторы снова увеличивали уровень риска. Поэтому принцип здесь достаточно простой. Минфин выкупает облигации, спрос на них растет, доходности снижаются, деньги становятся дешевле, ликвидности в системе больше, акции крипта получают поддержку. И если казначейство реально начнет активно подключать к этому почти триллион долларов из TGA, это может стать еще одним источником ликвидности для финансовых рынков. И вот что интересно, на прошлой неделе, с 17 по 21 августа, американские спотовые ETF получили приток капитала около 1,9 миллиардов долларов. Все 5 торговых дней были положительными. Для биткоина это хороший объем. И если так грубо оценить, то для движения биткоина от уровня 79 тысяч, например, к диапазону 90, может потребоваться порядка 3-5 миллиардов долларов устойчивого притока спроса. А если мы говорим про уровень 100 тысяч, то около 5-10 миллиардов. То есть только ETF за одну неделю уже обеспечивает заметную часть такого притока. И как правило, даже если с этого фонда Минфина выходит ликвидность, которая может направиться в крипту, она пойдет именно через ETF. Вот только вопрос, а кто будет платить за этот банкет? В прошлом ролике я уже говорил, что крипта это последнее звено, куда идет ликвидность. В первую очередь спрос идет на покупку новых облигаций, частично в золото и на акции. До крипты, если они дойдут, то только остатки. Фонды не будут бежать скупать биткоин даже сейчас, несмотря на действия Минфина и слабый доллар. Поэтому, забегая наперед, вряд ли мы увидим резкое движение в одну из сторон. Цена сначала уйдет в движение в боковике, в котором я и буду торговать в ближайшее время. Также вместе со всеми участниками нашей подписки Coin22 Pro. В последние дни в промо активно трейдили биткоин, также эфир на его хорошем движении и дополнительно акции. Pro — это большая экосистема, которая включает в себя трейд, спот, инвестиции с разбором ваших портфелей, опционы, а благодаря подразделению System мы это все комбинируем вместе. У нас есть обучение, сопровождение на всех этапах работы и поддержка 24/7. Сейчас рынок дает лучшую возможность зарабатывать, и эту фазу мы ждали долгое время. Но что самое главное, здесь нужно понимать, где находятся ключевые области ликвидности, какие лучшие точки входа и как вообще правильно торговать. И об этом все мы рассказываем и показываем именно в Pro. Так что не тратьте свое время на неэффективный анализ, а лучше присоединяйтесь к Pro по ссылке в описании. Но если с причинами роста более-менее понятно, то смогут ли они обеспечить продолжение этого восходящего тренда? После роста биткоин вернулся выше важного уровня 70 тысяч. Это средняя цена покупки тех инвесторов, которые скупали биткоин относительно недавно и держали его меньше 155 дней. Сейчас такие холдеры в среднем находятся в плюсе на 11%. Долгосрочные инвесторы примерно плюс 18,5%, а самые новые покупатели около 12,7%. Главный диапазон сейчас это 73 и 75 тысяч. Почему он важен?
Потому что многие новые инвесторы покупали биткоин примерно по уровню 73 тысячи. Пока цена держится выше этого диапазона, большинство инвесторов и трейдеров остаются в плюсе. Если биткоин снова опускается ниже этого уровня, большая часть недавних покупателей быстро окажется в убытке, а это, конечно же, может усилить продажи. То есть уровень 73 и 75 тысяч сейчас ключевая зона поддержки для биткоина. Что же это нам дает? Пока биткоин держится выше уровня 73-75, большинство недавних покупателей остаются в прибыли, значит у них меньше причин панически продавать, и структура рынка более-менее устойчива. Но если цена уходит ниже уровня 73, то давление постепенно возрастает, а пробой уровня 70 тысяч будет уже намного опасней. Большая часть новых покупателей снова окажется в минусе и может начать фиксировать убытки. Но я считаю, что сейчас мы уже прошли ту фазу, когда новая волна ликвидаций может дать 3 палки вверх по 5-8%. Движение затормозилось, и мы входим в консолидацию. На ближайшую неделю для меня ключевой диапазон это примерно 75 и 81 тысяча. Это зона шириной около 6 тысяч, то есть примерно 8% движения от нижней границы к верхней. И посмотрите вот сюда. Здесь находится область, которую можно назвать зоной ценового дисбаланса. Исторически около 80 тысяч биткоин почти не задерживался. Цена либо быстро проходила этот уровень вверх, либо также быстро возвращалась ниже. То есть полноценной проторговки здесь почти не было. В результате внутри диапазона 75 и 81 тысяча сформировалось относительно мало объема и мало накопленных позиций, а рынок часто возвращается в эти зоны, чтобы заполнить данный дисбаланс. Цена начинает двигаться внутри диапазона, собирать ликвидность, формировать объемы и новую базу перед следующим сильным движением. Поэтому я считаю, что нас ждет не продолжение вертикального роста, а несколько дней консолидации между уровнем 75 и 81. Таким образом, тянуть лонг от текущих уровней сразу до 100 тысяч я пока не вижу смысла. От области 79 до 100 это еще плюс 27%. А для такого движения рынку, скорее всего, понадобится новый сильный приток ликвидности или дополнительный катализатор, который может запустить ликвидации. Поэтому мой локальный максимум текущего импульса находится в районе 83 и 85 тысяч. А от текущих уровней это примерно 5-8%. В области 80 и 81 остается шортовая ликвидность, которая еще может давать дополнительный импульс, но ближе к уровню 85 тысяч движение уже может выдохнуться и перейти в коррекцию. Поэтому на ближайшую неделю мой основной сценарий заключается в торговле внутри диапазона. В районе 75 тысяч я буду рассматривать лимитный лонг. Потенциальное движение от уровня 75 и 85 тысяч составляет около 13,3%. Дальше все будет зависеть от реакции цены. Если биткоин выйдет в область 83 и 85, но не сможет уверенно закрепиться выше, я уже начну присматриваться к шортам на более глубокую коррекцию. Возврат от уровня 85 к 75 тысячам – это движение примерно на 12%. Тем более неделя будет очень насыщенной. 26 августа выйдет индекс PCI. Это главный инфляционный показатель для ФРС. В этот же день, 26 августа, Nvidia публикует квартальный отчет. Рынок сейчас ждет около 92 миллиардов выручки, поэтому реакция Nvidia способна серьезно повлиять на весь техносектор и общий аппетит инвесторов к риску. А с 27 по 29 августа пройдет симпозиум в Джексон-Холле. В пятницу ожидается ключевое выступление главы ФРС Кевина Ворша. И за этим выступлением, конечно же, стоит следить, потому что Кевин Ворш может нам дать намеки по поводу политики ФРС, что повлияет и на крипту, и на акции. Кстати, акции мы также торгуем через BitGet. Там доступно более 500 компаний с котировками 1 к 1. И только для наших зрителей сейчас проходит отдельный конкурс, и только за регистрацию и первый депозит вы уже получаете $100. Если что, ссылка в описании. По эфиру ситуация сейчас очень похожа. И давайте откровенно, пока биткоин занимает около 59% капитализации всего рынка, именно он задает направление всем монетам. Сам эфир за последнюю неделю вырос примерно на 29%, и сейчас торгуется около уровня 2500, а за месяц рост уже составляет порядка 34%. Но впереди у нас находится достаточно сильная зона сопротивления, это 2600 и 2700, а текущих уровней это примерно 4-8%. Поэтому я не хочу открывать лонги или покупать эфир после такого сильного недельного импульса. Для меня гораздо интереснее область 2200. А текущие цены это коррекция примерно на 12%. Если рынок даст такой откат и биткоин при этом сохранит свою основную структуру, именно там я буду искать локальный лонг. Потенциал здесь получается уже намного интереснее. Движение от уровня 2200 до 2600
это около 18%, а до уровня 2700 примерно 23%. Но если же эфир уйдет вверх без меня, то догонять цену я не буду, потому что у меня есть спот и просто гнаться за лонгом я не вижу смысла. И здесь наоборот, в области 2600 и 2800 я начну постепенно присматриваться к шорту с потенциальным возвратом к уровню 2200. И получается от диапазона 2600 это коррекция примерно на 15%, а от уровня 2800 уже около 21%. При этом видно, что спрос на эфир реально появляется. Только за прошлую неделю американские спотовые ETF получили 697 миллионов долларов чистого притока. Но опять же, здесь вопрос в том, насколько данный приток будет стабильным, как долго он продолжится и откуда будут браться деньги. Несмотря на последние новости от Минфина, ликвидность ограничена и соответственно приток капитала в ETF также ограничен. Поэтому пока смотрю на уровень 2200, на локальный лонг и уже дальнейший вход в шорт, когда рынок столкнется с сильным сопротивлением. Плюс у нас очень насыщенная неделя. 26 августа отчет Nvidia, как мы уже разобрали, 27 отчет Marvell Technology, а также данные по инфляции, и уже 28 числа выступление Кевина Ворша. И все эти локальные факторы реально могут повлиять на движение рынка, особенно если брать данные по инфляции, а также комментарии Ворша. Поэтому за всеми этими событиями я буду следить, делиться актуальной информацией в своем телеграм-канале, все сделки, которые буду открывать, также опубликую там, в том числе Nvidia, а также Marvell. Поэтому подписывайтесь, обязательно поддерживайте видео лайком, чтобы новые ролики выходили чаще. В комментариях задавайте вопросы, которые вас интересуют. А я вам, друзья, желаю удачи, до скорых встреч.